Всем доброго времени суток! В этом видео я вам покажу, как я делал один из своих проектов. Цель проекта – создать емкий пылесос «Циклон» с использованием по максимуму материалов, которые у меня есть под рукой. В качестве основы буду использовать старый бидон с объемом вроде как на 25 литров. Мощный двигатель от пылесоса на 2,2 кВт, ну и кусок канализационной трубы, который будет служить как корпус для двигателя. Чтобы надежнее зафиксировать двигатель внутри трубы, пришлось сделать дополнительное крепление из сантиметровой фанеры. Фанеру крепил на болты с гайками. Их обязательно нужно посадить на фиксатор резьбы или зафиксировать суперклеем, так как от вибрации это все может раскрутиться и попасть в двигатель. Почему же рубль такой дорогой? Монета состоит из двух металлов – стали и никеля, а сталь получает из железа. В проделанное отверстие в бидоне вставляется сантехнический уголок. Именно через эту трубу вся грязь будет попадать в бидон. Более крупные и тяжелые фрагменты будут закручиваться вокруг стенок бидона и со временем будут оседать вниз. Оставшиеся щели вокруг трубы я залил суперклеем. Теперь про фильтр. Использовал москвичевский, самый дешевый, который стоит чуть меньше $2. Для этого по внутреннему диаметру фильтра в крышке я насверлил как можно больше отверстий. Крышка из фанеры, которая будет закрывать одну из сторон фильтра, и шпилька, с помощью которой мы сможем плотно прижимать фильтр. В итоге получается очень простая и надежная конструкция. Если наловчиться, фильтр можно будет заменить буквально за 30 секунд. Прижимать крышку буду с помощью защелок. Они будут выполнять две функции: прижимать корпус мотора к крышке и саму крышку к бидону. Для этого пришлось сделать несколько проставок из фанеры. С другой стороны сделал крупные деревянные шайбы, чтобы двигатель мог об них упираться, так как без них он при первом же вакууме пытается ускользнуть вниз. На данном этапе пылесос можно считать готовым. На видео показано, как можно легко открыть крышку и освободить бидон от мусора. Ну и соответственно также легко его закрыть и продолжить работу. А вот и первое испытание. До этого я уже успел практически весь гараж убрать от мелкой пыли, а сейчас попробую убрать ящик с опилками от циркулярки. В самом начале были небольшие проблемы. У шланга слишком маленький диаметр, и он практически моментально забивался опилками. Но если это не брать в счет, «Циклон» с легкостью справился с таким объемом, практически не забив фильтр. Чтобы пылесосу не было холодно и внутрь не попадал мусор, я решил ему подарить головной убор. Какие можно сделать выводы? Пылесос получился даже лучше, чем я ожидал. Из преимуществ это достаточно большой объем относительно его габаритов. Для небольшого гаража, где и так достаточно большие проблемы с пространством, это очень важно. Достаточно большой запас по мощности. Двигатель на 2,2 кВт создает очень сильный поток воздуха, благодаря чему я почти никогда не давал больше 80% мощности. Очень дешевые москвичевские фильтры, которые стоят по 40 гривен, что есть чуть меньше $2. Для гаражной столярки и древесной пыли его хватает с головой. Но вот если его использовать в производствах посерьезнее, где есть строительная пыль или более мелкая фракция, я боюсь, что он будет забиваться быстро. Хотя за счет его цены можно будет купить штук 10 таких фильтров и просто их менять как батарейки. Потом выходить раз в день или раз в неделю и просто продувать их компрессором. Надеюсь, видео вам было полезным. Поддержите лайком и подпиской. Всего вам хорошего. До встречи.